Привет, друзья! Сегодня будем обрабатывать новую 30-литровую бочку. Производство славный город Житомир. Бочка новая, хотя обычно мы обрабатываем бочки, которые уже служили свое. Допустим, вот эта 20-литровка отходила 2 раза по 2 года. В данном случае мы будем обжигать новую бочку по той простой причине, что несмотря на то, что у нас делают прекрасные бочки, обжигать их толком для наших целей никто не умеет. Примерно следующее. Это уже обожженная. Это обожженная 15-литровая бочка, которая уже лет и памяти, которая честно служила свое. Но здесь можно увидеть цвет и фактуру того, что мы хотим получить. Сейчас Приступаем. Начинаем с того, что разводим костер. Дело в том, что нам понадобятся головешки для того, чтобы сжигать бочку. Ну что ж, приступим к разборке бочки. Начинаем с того, что маркером отмечаем расположение 2 обручей относительно клепок и заливного отверстия. Так, чтобы потом в это же положение их собрать. Снимать мы будем 2 обруча и вынимать одно донце. Нам понадобится какая-то дощечка, в которую мы приставим эти донцы. Небольшое зубило, небольшая киянка. Поехали. Зубило лучше брать тупое. Аккуратно. Поднимаем, переворачиваем. вот, кстати, покажи, что бочка внутри вообще новая. Надписи карандашом. Это что за Какая? Номер 60, разметка. Я понял. И вот как выглядит бочка, которая заказывалась как бочка сильного обжига. Чуть-чуть. Еще раз заметить, это новая бочка. Ни разу не пользованная. Это то, что называется сильный обжиг. То есть бочку нагревали ровно настолько, опилки, сколько необходимо для того, чтобы собрать ее воедино в бандарной мастерской. И ни копейкой больше. Обжиг должен быть гораздо более интенсивный. По той простой причине, что нас интересует так называемый красный слой древесины, который образуется под слоем угля. То есть, если взять любую клепку хорошо обожженной бочки и распилить, то мы будем видеть изнутри слой угля, толщиной там, до миллиметра обычно. Далее красный слой искомый, который цвет имеет как красный кирпич обычно. И далее цвет желтой древесины, не обработанной. И вот этого мы должны добиться. Потому что все проблемы, которые возникают при выдержке, в частности там, вкус табурета и тому подобное, это от сырого дуба, толком не обожженного. Еще одно замечание. Прежде чем обжигать бочку, наши обручи нужно посадить на место полностью, то, как они были изначально. Единственное отличие — не будет донца. Иначе в процессе обжига ее поведет, и собрать ее будет очень-очень сложно. Итак, продолжаем осаживать обручи на место. По нашей метке. Вот. Еще не садится. Загружаем. Аккуратно. Ставим на нашу плитку. Если снять изнутри, то можно видеть, что он просто по чуть-чуть горит. Потом мы добавим еще подкинем головешек. Задача плавно прогреть бочку. Обжиг бочки, как приготовление шашлыка. Можно снаружи выглядеть, а внутри будет сырое. А можно плавно, спокойно. И наша задача, чтобы она хорошо нагрелась. Мотор хороший, огня в кадре не видно, но слышно. Обратите внимание, я жарю не стенки, я помогаю нашим дровам. Так как дерево плохо передает тепло, то там, на внутренних поверхностях бочки, температура достаточно высокая. Я скажу, хорошо высокая такая. Вон,
Из торцов клепки выделяется воск, который мы вытираем, потому что тут много лишнего воска. И терпеливо ждем. Тут главное не торопиться. Тихо, спокойно контролировать процесс, чтобы бочка сама не загорелась. А вот здесь видно, вот эта часть загорелась. Почернело внутри. Ой, горит. Смотри, стенка горит, бочка. О! Тебе не видно ее. Видите, дорогие Вот, телезрители, горит как оно бочка. бывает? Бочка горит. То есть прямой контакт не нужен. Всё. Главное не У увлекаться. вас горание. На самом деле это нормально. Вынимаем все лишнее. Жить манганы. Уп. Беги за водой. Все, не должна вспыхнуть. Фух. То, что надо. Может, здесь внутри. Сейчас мы чуть-чуть грелки подправим донце. Подпалим немножко. Сейчас. У нас осталось донце, которое мы вынимали вначале, и которое будем ставить на место. Так вот, его мы обжигать не будем. Из личного опыта, при попытке обжечь донце, не закрепленное, их очень сильно ведет. Потом можно либо вообще его не вставить, либо вставить с большим-большим трудом, большим-большим мучением. Поэтому это донце мы обжигать в принципе не будем. Оно останется таким, каким оно есть. Сейчас я, в общем-то, получил то, что хотел. Именно та стадия обжига, которую я считаю наиболее правильной. Можно наехать камерой и показать то, что считаю правильным обжигом для бочек Ну под вот. длительную выдержку. Теперь мы должны дождаться, когда бочка полностью остынет сама по себе. Полностью. Станет абсолютно холодной. И только после этого мы опять снимаем наши обручи, ставим донце и сажаем эти обручи на место. Но только после того, как бочка полностью остынет. Иначе мы ее не соберем. Так, донце мы не обжигали, для того, чтобы оно осталось ровным. Его не повело, потому что крутит их по-черному при попытке обжечь внутреннюю поверхность. Поэтому сейчас будем снимать наши. Ну что, полдня прошло не зря. Ты думаешь, день пришел не зря? Да. Ну, такая бочка. Ну, расскажи, что дальше с ним? А что дальше? Бочка собрана, после чего она заливается чистой водой. Несмотря на то, что здесь щели такие, что Пальцы пролазят. ну, пальцы не пролазят, но улицу видно, они все затянутся. Наглядно стоять. Не пролазит. Ну так, Пролазит. сунуть можно. Травинка пролазит. Все это затянется по мере размачивания. То есть она будет залита водой. Поначалу она будет течь, потом по мере того, как клепки будут разбухать, все это загерметизируется. Так я ее выдерживаю обычно неделю, когда она полностью с водой разбухла и вся сухая, вода сливается и заливается тем, что мы хотим туда залить. Хорошо, ну и сколько оно будет еще стоять с этим, с дистиллятом? Ну, по-моему, пару лет. Надо пробовать. Очень много зависит от погодных условий, от того, где она стоит, при какой температуре. Ну хорошо. Тогда окей. Спасибо тебе. На здоровье. Показал людям. Пока. Пока.